Как планировать тренировки любителям, чтобы прибавлять от соревнования к соревнованиям? Как плохой план тренировок может привести к стопроцентным травмам и прекращению занятий, а хороший план поможет выигрывать все чаще и ярче? Как самостоятельно составить план, который повысит количество попаданий на стол и заставит соперников злиться и попадать в сетку и аут? Смотрите это видео до конца и узнайте 3 главных правила, которые гарантированно улучшат качество вашей игры. А с вами Иван Толмачев, и это канал о настольном теннисе. Здесь вы найдете много полезной информации, которая значительно улучшит вашу игру. Прежде чем продолжить просмотр, подпишитесь, поставьте лайк, а мы начинаем. Вначале разберем 2 страшные ошибки, которые совершают любители в тренировках и планировании. Чем чревато отсутствие разминки и почему после 25 неправильная нагрузка равняется травмам. А в конце видео вас ждет ошибка, которой грешит каждый и даже не подозревает о ее существовании. Но стоит ее исправить, и вы в дамках. Первая и частая ошибка – буду тренироваться как можно чаще и как можно больше. Любитель решает для себя, что он Рокки Бальбоа, что он человек-ремень, и организм у него как у спартанца. Но чем это обычно заканчивается? Первое, он достигает стагнации. Это в лучшем случае, когда останавливается рост результатов на несколько месяцев, а возможно даже и лет. Он думает, вот поиграю еще 10 часов и точно всем покажу. Но происходит обратный эффект. Мышцы деревенеют, руки не слушаются и создается отрицательный посыл. Я столько работаю, а результата нет. Считай это последней просьбой. Второе, что происходит, нервное перенапряжение, которое провоцирует депрессивные состояния, чувство хронической усталости. В этом состоянии мы начинаем чувствовать себя беспомощными. Нас начинают раздражать наши ошибки, мы начинаем психовать в ответственные моменты, бросать ракетки, ругаться, что потом безумно стыдно за свое поведение. И в критической ситуации из-за этого проигрываем на соревнованиях, сильно расстраиваемся и хотим бросить все это дело. И самое опасное на закуску – появляются механические травмы, растяжения, вывихи, надрывы и, возможно, разрывы связок. Мы, к сожалению, с годами начинаем тяжелее переносить высокие нагрузки. Здесь большую роль играет усталость на работе, домашние обязанности, воспитание детишек, что значительно наслаивается на нас. А здесь еще мы такие говорим организму: работай, когда он вопит о помощи, который и так в силу возраста начинает медленнее восстанавливаться. Вспомните, как вы маленькие могли весь день играть в футбол, потом еще весь день бегать с друзьями и на утро чувствовать себя свежим и отдохнувшим. Сейчас же в конце дня думаем, как пережить следующий день. Это связано с тем, что наш организм потихоньку переходит в фазу строения, и суставы начинают изнашиваться, мышцы слабеть. И чрезмерная нагрузка явно носит негативный характер. Вторая ошибка – отсутствие разминки и заминки. Почти в каждом зале можно обнаружить перебинтованного спортсмена, который в свое время начинал с фразы «Да нафиг эта разминка нужна, за столом разомнусь». Или «Надо делать заминку, блин, времени нет, дома сделаю». Чем это заканчивается? Неожиданно через год тренировок начинают болеть колени, спина где-то стреляет. И здесь любитель понимает, наверное, надо разминаться, но что-то вы уже повредили по своей беспечности. Я сам выбираю свою судьбу. Учитывая все, что мы с вами только что прошли, мы составим с вами эффективный и полезный план тренировок, который поможет улучшить нашу игру, позволит выигрывать более сильных соперников и завоевывать наши желанные медали. При этом мы не посадим наш организм раньше времени, а сделаем его крепким и сильным. Замечательно. Поразительно. Теперь определимся, что нам для этого необходимо. Для начала ручка и листок, либо телефон с заметками. Как составляется план и что для этого необходимо знать. Первое, мы должны оценить свой уровень через видео или мнение тренера. Определить рейтинг, владение элементами, тактические ошибки, физические способности. Это даст нам возможность выбрать, какие упражнения нам нужны, чтобы подтянуть слабые стороны и улучшить сильные. Второе, что мы хотим? Необходимо поставить себе цель, определить направление, выполнить разряд, набрать сколько-то очков рейтинга, выиграть районные соревнования. Цель помогает сосредоточиться на процессе и отслеживать динамику используемого нами плана. Если нет прироста, то мы можем просто скорректировать этот план. Третье, мы определяем наши возможности. Сколько мы можем заниматься часов в неделю, регулярность и количество.
Какие условия тренировок, зал, уровень игроков, наличие тренеров, их квалификация. Третье – это наши финансовые возможности. Не беспокойся о деньгах. Неужели? Сколько мы можем позволить себе занятий в определенных условиях. Выезды на соревнования, какой купить инвентарь, как часто менять накладки. Это необходимо сделать, чтобы мы могли рассчитать, а возможно с тем, что мы имеем, добиться нашей цели. Это то же самое, как мы составляем список покупок в магазине в соответствии с количеством денег на банковской карте. И у нас с вами получаются какие-то цифры. Сколько вообще в идеале надо заниматься, чтобы был результат? Каждый день. Это идеальный для нас вариант, но и самый сложный. Здесь самые высокие требования к плану. Если давать нагрузку на возрастание, мы придем к первой ошибке, связанной с сроки. Поэтому учитываем свои физические возможности. Но где взять столько ресурсов? Ведь если заниматься с тренером, это немалые деньги. Заниматься каждый день тоже не всем по карману или по силам. Вот здесь нам и помогают домашние тренировки. Даже делая зарядку 15 минут каждое утро, уже усилит вас за пару месяцев. Имитация, которую можно делать, где душа пожелает. Главное, спокойно относиться к реакции жены и детей, которые первое время будут не понимать, что у вас там в голове щелкнуло. Если не хватает каких-то ресурсов, я вам помогу их отыскать. И это будет стоить только вашего времени, которое, думаю, можно взять из бюджета для любимого дела. Теперь определим оптимальную нагрузку для прогресса. Первое, что необходимо вначале определить, а сколько мы можем вообще заниматься. Час, полтора или два. Самый оптимальный для взрослого, я считаю, 1,5 часа, так как за час ничего не понял, а за 2 понял, но сильно устал. Здесь также зависит, насколько качественно это проходит. Можно тренироваться по 10 часов каждый день, но выхлоп будет нулевой, если нет плана. А если есть план и последовательная работа, вам не будет необходимости стоять столько времени и делать одно и то же, непонятно зачем, при этом травмируя свой организм. Хорошо, определили время. Вода точит камень. Пословица, которая должна быть нашим кредо в планировании. Чтобы был результат, необходима регулярность. По чуть-чуть, но каждый день принесет в разы больше пользы, чем один раз и много. Наш мозг устроен таким образом, что если отрабатывать что-то в большом объеме, много часов, концентрация падает, из-за этого снижается эффективность. Вспомните лекции в институте, когда вам вещают на протяжении 1,5 часов, а потом еще слушаете 2 пары параллельно, занимаясь рисованием крестиком на полях. Такой же эффект, когда тренируешься много часов подряд. Соответственно, после 1,5 часов работы дальнейшая тренировка может принести обратный эффект. Поэтому вместо 5 часов подряд раз в неделю поделите это на 3-4 дня, и вы на коне. С помощью этой фишки вы быстрее освоите любой двигательный навык. Теперь разберем примерные данные по 3 блокам. Первый блок – самоанализ. Наш уровень 50 очков. По видео мы обнаружили ошибки в начале справа, ошибки в начале слева, плохой удар по свече, медленно двигаюсь, не хватает сил сыграть матч. Второй блок – цели и задачи. Набрать 150 единиц рейтинга, набрать плюс 50 очков, выполнить 3-й взрослый разряд, обыграть всех ребят на районе. Третий блок – условия и возможности. Тренируюсь с другом в зале РТТ, тренируюсь с хорошим тренером, могу заниматься 2-3 раза в зале по 1,5 часа, 1 раз в группе. Четвертое – ракетка и мячи. 100 штук есть, накладки буду менять раз в полгода-год, то есть будет хватать денег. Маленький недостаток групп для взрослых любителей в том, что вы занимаетесь по общей программе, которая вообще может не соответствовать возрастным особенностям и педагогическим принципам обучения. И, соответственно, имея какие-то локальные проблемы, там их тяжело решить. В этом сила индивидуальных занятий. Они должны быть прежде всего, чтобы на группе была наибольшая эффективность. Мои руки чисты. Фигурально. А вот группа дает нам способность приспосабливаться к неудобным мячам, учит подстраиваться под разный темп и вращение различных игроков, что положительно сказывается на игровых показателях, но при наличии индивидуальных занятий. На группе техника ломается быстро, поэтому ее надо постоянно чистить, до тех пор, пока движения не достигнут автоматизма. Затем необходимо наличие турниров, максимум 1 раз в неделю. Больше это ломает технику, особенно на начальном этапе. Когда уже все есть, можно и почаще. Супер! Мы с вами молодцы! Поначалу кипит мозг, но когда перед нами лежит священный лист нашего спортивного успеха,
Это воодушевляет. Я просто даю факты. Разобрались с организационными моментами. Теперь переходим к практике, к структуре своей тренировки. Самое важное условие в тренировках, чтобы они несли максимальную пользу, решая наши игровые задачи и имели накопительный эффект. Это когда каждая следующая тренировка усиливает эффект предыдущей. Про принципы системности, цикличности, волнообразности и других вы можете почитать в интернете. Ссылку оставлю под видео. Наша тренировка 1,5 часа, соответственно, это 90 минут. Если в нашем анализе были ошибки, плохое начало справа, плохое начало слева и тому подобное, мы должны подобрать упражнения для решения этих задач. Допустим, топ-спин справа по нижнему вращению на БКМ. Топ-спин справа по нижнему по подаче напарника, топ-спин справа по нижнему после своей подачи, топ-спин справа по нижнему вращению после подачи впрямую, топ-спин справа по нижнему из центра и любые другие, подключая фантазию. Если вы хотите, чтобы я вам составил план тренировок или провел технический анализ элементов с последующими рекомендациями, вы можете обратиться ко мне в Telegram, и за символическую плату я смогу вам помочь. Главное, на каждую тренировку ставьте 2-3 задачи, чтобы они были взаимосвязаны между собой. Если вы тренируете первый ход справа, а затем еще час отрабатываете перекрутки, остается вопрос, во имя чего? А если вы соединяете перемещение и первый ход, это будет идеально. Начало справа и из середины, начало справа и из правого угла, начало слева из левого несет какую-то смысловую нагрузку, которая будет использована в игре. Главное уловить суть. Потом на каждый день расписываем задачи. Стремитесь, добавляя новую задачу на новую тренировку, закрепить прошлую. Тогда эффект будет максимальный. Продолжаем. Расписали упражнения на технику. Теперь добавим немного на физическую подготовку. Вы можете прочитать про эти качества также в интернете. Сила, скорость, выносливость, гибкость, ловкость. И определить, что бы вы хотели добавить и, используя знания, подобрать комплексы упражнений. В нашем случае не хватает сил на матч. Ключевая фраза сила и длительность, а у нас это силовая и игровая выносливость. В нашем случае не хватает сил на матч. Ключевая фраза сила и длительность. А это у нас силовая и игровая выносливость. Чтобы нам подтянуть силовую выносливость, необходимо добавить упражнения с сопротивлением собственного веса продолжительное время. Самые простые отжимания, пресс, приседания на количество несколько подходов. А игровая — выполнение элементов без остановки. Допустим, топ справа с 3 точек в течение 5-10 минут. И добавляем в общий план. В начале нашего плана обязательно включаем разминку. Пренебрегая ей, вы дольше входите в игровой ритм, а мы же не хотим тратить много и так ограниченного времени. При разминке очень важно постепенно давать нагрузку. Начинайте с шага, плавно переходящего в бег. Не надо делать приставные шаги у стола сразу же, как вы встали к столу. Бывает, приходится наблюдать, как спортсмен сходу начинает бегать в высоком темпе, либо делает приставные шаги на скорость. Мы с вами должны постепенно включать организм в работу. Вы же не стартуете на машине с 5-6 передачи, у вас просто движок сядет очень быстро. Так же и с организмом. Вы с пульса 70 ударов в минуту прыгаете на 180. Очень прошу, поберегите свое сердце, чтобы я за вас не переживал. Также важно включить заминку. Важно переключить свой тумблер работа на отдых. Потянуть мышцы, расслабиться, подышать и немного полежать. Тогда организм поймет: так, мы закончили, пора восстанавливать организм и строить новые мышцы, чтобы мой хозяин был полон энергии и стал сильнее к следующей тренировке. Разминка, как правило, длится 10-15 минут. Надо хорошо погреться, но не устать. Испарина у вас на голове – признак, что вы согрелись. И заминка также 10-15 минут в зависимости от проделанной работы. Физическую подготовку включаем строго в конце. После работы над игровыми задачами, но перед заминкой. Постоять в планке и сделать отжимания – это не заминка, это физическая нагрузка. Поэтому в конце упражнения строго на снижение пульса и расслабление. Нет, не может быть! И мы получаем вот такую структуру плана. Разминка в движении и на месте, разминка за столом, игровые упражнения, игра на счет, общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, заминка. Теперь расставим время на каждый из блоков. Разминка 15 минут, разминка за столом 10 минут, игровые упражнения 30 минут, игра на счет 15 минут, ОФП 10 минут, заминка 10 минут. Вот это план по времени. Дальше мы каждый блок можем расписать, что и сколько мы будем делать. Распишем каждый пункт. 28.08. Вторник.
Разминка, бег 5 минут, приставные шаги 2 минуты, скрестный шаг 1 минута, 7 минут, разминка на месте. Разминка за столом. Срезки 2 минуты по всему столу, накаты справа направо 1-2 минуты, топ справа 1-2 минуты, слева и тому подобное. У начинающих на общую разминку может уходить больше времени, но не должно превышать 20 минут. Игровые упражнения. Топ справа по нижнему на БКМ 5 минут, топ справа по нижнему на БКМ в движении, право-центр 5 минут, топ по нижнему после своей подачи 5 минут, топ слева по нижнему 5 минут и тому подобное. Любителю не надо ставить мировые рекорды, поэтому если вас хватает на 5 минут, работайте 5, не надо снижать качество, увеличивая время. Четвертое. Игра на счет. Также может быть по заданию, например, подача с нижним, начало справа, розыгрыш и так по 2 подачи. Общая физическая подготовка, отжимания 10 раз, колени груди 10 раз, выпрыгивание 10 раз. Выполняем без отдыха 3 серии, 2 подхода, отдых между подходами 2 минуты. И последняя заминка, бег трусцой 2 минуты, упражнения на растяжку. Данный вид планирования не является истиной в последней инстанции, но имеет право на существование, так как успешно внедрен более чем на 100 учениках различного уровня подготовки и дает динамику 50-150 очков в год. У моих детишек прирост показателей при системных занятиях сезон получился такой. Гончаров 12 лет, прирост 120 очков, Гулюгин 10 лет 140, Гришин 11 плюс 159, Рабин 10 лет, прирост 250 очков с нуля, Заревой 12 лет, прирост 362 очка с нуля, Рыбицкий 13 390, Журавлев плюс 240 с уровня 205. У взрослых немного скромнее показатели и колеблются от 50 до 150 очков. Это градация по рейтингу РТТФ и ТТВ. Эти ребята начали заниматься с сентября того года. И вы можете добиться значительных сдвигов при планировании своих тренировок. Запомните важную фразу, которой поделился со мной мой любимый ученик. Если у вас нет плана, то вы планируете поражение. Никаких шансов на успех. Вот и прошла наша первая осознанная тренировка. Планирование – это база как в работе спортсмена, так и в работе тренера. Одна тренировка по плану равняется минимум 10 часам работы без плана. Поэтому, мои дорогие зрители, абсолютно уверен, что эта информация выведет вас на новый уровень. А если вы хотите плана от меня, то ссылка на Telegram внизу. И, конечно, обещанная третья ошибка, после которой я получал много раз травмы, был в плохом настроении и не видел на горизонте заветной победы. Ничего хорошего это не сулит. Это отсутствие режима дня, отдыха, средств восстановления. Представьте, что у вас на спине рюкзак, в который каждые 5 минут кладут по одному кирпичу. Что с вами будет? Правильно, вначале будет тяжело, затем больно и в итоге сорвете спину. Так работает накопительный эффект от нагрузок. При таких нагрузках очень важно восстанавливаться. Ни для кого не секрет, что сон является самым действенным и бесплатным способом оставаться здоровым. Но мы часто пренебрегаем этим и залипаем перед сном в телефоне, листая ленту на ютубе или в тиктоке, отчего не можем уснуть долгое время. От этой ошибки также возникает перенапряжение и переутомление, а вы помните, что это за собой влечет. Бедняжка. И тебе не хочется из-за этого плакать? Также значительно помогает массаж, благодаря которому снимаются зажимы и разгоняется кровь по мышцам. Баня с контрастными процедурами, ценность которой невозможно оценить. Выгоняет шлаки, снимает зажимы, освежает кровь и укрепляет сосуды, а самое главное тренирует наш двигатель, который с годами тоже ослабевает. Уделяя достаточно времени отдыху, вы помогаете себе оставаться здоровым и при этом заниматься в удовольствие нашим видом спорта на протяжении всей жизни. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайк и напишите в комментариях, какую тему вы хотели бы, чтобы я разобрал в следующем видео. С вами был Иван Толмачев. До встречи. Все будет окей. У меня все на мази.